Новый год – это самый семейный праздник. Дети обожают помогать и готовить вместе с родителями. Давайте сделаем вместе с ними что-то простое, яркое и вкусное. Вот такие шоколадные елочки с конфетами M&M's. Обожают и дети, и взрослые. Печенье очень рассыпчатые, вкусные и яркие. Список ингредиентов вы найдете в описании под видео. В отдельной миске смешиваем 2 вида шоколада и сливочное масло. Растапливаем на водяной бане. Для этого миску я ставлю в кастрюлю с водой и отправляю на огонь. Воды должно быть столько, чтобы она не касалась миски. Можно растопить в микроволновой печи импульсами по 30 секунд, но нужно быть осторожным, чтобы шоколад не свернулся. Когда содержимое миски станет однородным, жидким, убираем с огня. В отдельной миске смешиваем сухие продукты – муку, соль, сахарную пудру. Добавляем к шоколадно-масляной смеси. Замешиваем тесто. Оно будет теплым и липким. Убираем в холодильник на 20 минут, можно и на дольше. Достаем тесто из холодильника и делим на 2 части. Разминаем руками. Оно очень рассыпчатое и неподатливое. Не спешите расстраиваться. Как только оно чуть нагреется от тепла ваших рук, станет эластичным. Вот тогда и раскатываем его на присыпанной мукой поверхности. Не слишком тонко. Если тесто цепляется к скалке, припыляйте его мукой. Вырезаем елочки. Если у вас нет выреза для печенья, можно вырезать елочку из бумаги и затем с помощью ножа вырезать вот такие маленькие фигурки. Заготовки печенья аккуратно переносим с помощью лопатки на противень, засланный пергаментной бумагой. Украшаем конфетками M&M's, слегка вдавливая их. Я приобщила сына помочь мне, идея ему очень понравилась, а все лишние конфеты были съедены. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 160 градусов на 10-15 минут. Время выпечки зависит от толщины печенья и вашей духовки. У меня выпекалось ровно 10 минут. Даем печенью полностью остыть и только тогда убираем с противня. Готовое печенье получается настолько вкусным, ароматным и так быстро съедается, что порой не успевает остыть. Оно рассыпчатое с насыщенным шоколадным вкусом, просто тает во рту. Такое лакомство готовится легко и просто. Придется по душе тем, кто любит вкусное оригинальное печенье. Его можно завернуть в коробочку и подарить в качестве презента. Думаю, такой подарочек понравится многим, особенно детям. В канун новогодних праздников хочу предложить вам приготовить вкусное, ароматное песочное печенье «Олень Рудольф». Оно очень нравится взрослым, а детишек приводит в полный восторг. Готовится легко, быстро, а получается вкусно и празднично. Для теста нам понадобится мука, сахар, сливочное масло, яйца, сода, соль, для украшения конфеты M&M's красного цвета и шоколад. Масло комнатной температуры растереть до однородности с помощью миксера. Добавляем яйца, соду, соль, сахар. Хорошо все взбиваем в течение 5-7 минут. Делаем мы это для того, чтобы сахар растаял и масса стала более воздушной. Частями добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто. Оно получится мягким и чуть липким. Готовое тесто делим на 2 части и раскатываем пластом 5-7 мм. Раскатывать следует на пергаментной бумаге.
Стаканом диаметром 8 см вырезаем круги. Убираем лишнее тесто. Таким образом сохранится ровность кругов, так как тесто слишком мягкое и при попытке его перенести печенье будет рваться и терять форму. Отправляем заготовки печенья в морозилку на 30 минут. Печенье должно быть на ровной поверхности, иначе оно может деформироваться. После этого нужно сразу отправить печенье в нагретую до 200 градусов духовку. Выпекаем до золотистого цвета 13-15 минут. Печенье следует класть подальше друг от друга, так как при выпечке оно увеличивается и может чуть соприкасаться, как это получилось у меня. Готовому печенью даем остыть и займемся украшением. Шоколад растапливаем в микроволновой печи импульсами по 15-30 секунд. При этом каждый раз достаем и перемешиваем. Шоколад готов. Можно использовать водяную баню вместо микроволновой печи. Отправляем в кондитерский мешок. Отрезаю небольшое отверстие и на остывшем печенье рисую рожки. Глазки. Делаю каплю на месте носика и кладу дрожжи M&M's красного цвета. Печенье остужаем в холодильнике. Хранить такое печенье лучше герметично упаковав его. Я хранила в пищевом лотке. К украшению печенья можно привлечь детей. Они с огромным удовольствием будут рисовать олененку рога, глазки, а если съедят дрожжи, не беда, можно нарисовать носики шоколадом. С вами была Неля. Всем вкусной выпечки и веселых праздников! Сегодня готовим шоколадные пирожные кей-попсы. Это такие мини-тортики на палочке. Красивый и оригинальный аналог пирожному картошка из нашего детства. Вариантов приготовления такого пирожного очень много. Я расскажу вам, как приготовить кей-попсы по очень простому рецепту. Даже если вы никогда не занимались приготовлением десертов, эти лакомства на палочке у вас получатся без проблем, ведь их очень легко готовить. Первым делом приготовим бисквит. Нам понадобится пшеничная мука, какао, сахар, растительное масло, молоко, яйца, разрыхлитель, соль. В отдельной миске смешиваем сухие продукты – муку, какао, соль и разрыхлитель. Просеиваем через сито, чтобы в готовом бисквите не попадались сухие комочки какао. Яйца взбиваем с сахаром около 15 минут. Начинаем с низких оборотов миксера и постепенно увеличиваем. Добавляем молоко, масло, перемешиваем. В 3-4 этапа добавляем мучную смесь. Аккуратно перемешиваем. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой. Тесто выливаем в форму, у меня диаметр 22 см. Равняем, можно пару раз легонько постучать по столу, чтобы вышли пузырьки воздуха. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 40 минут. Готовность бисквита проверяем сухой шпажкой. Даем чуть остыть, вынимаем из формы и полностью остужаем. Такой бисквит можно приготовить заранее. Когда бисквит остынет, измельчаем его в мелкую крошку с помощью блендера либо руками. Крошить бисквит для папкейков нужно в совсем мелкую крошку, похожую на панировочные сухари.
Для крема нам понадобятся сливки, темный шоколад. Сливки нагреваем, но не кипятим. Добавляем шоколад и даем чуть постоять. Перемешиваем до полного растворения шоколада. Добавляем в кружку шоколадную массу. Перемешиваем. Если крошка суховата, добавляем сгущенное молоко либо сливки. Снова перемешиваем. Пробуем тесто собрать в комок. Если оно держится, значит тесто готово. Если рассыпается, либо комочек плохо держит форму, добавьте еще сгущенного молока. Из получившейся массы лепим шарики размером с грецкий орех. Придавая форму пирожным на палочке, старайтесь сделать ее идеально ровной, без трещинок. Чем ровнее форма, тем лучше ляжет глазурь. Для каждого пупкейка необходимо примерно по 25 грамм бисквитной массы. У меня в среднем получается 40 штук пирожных на палочке. Растапливаем шоколад. В готовые шарики нужно вставить палочки из кей-попсов. Их можно приобрести в специальных кондитерских магазинах, либо использовать палочки для суши, либо деревянные шпажки. Окунаем край каждой палочки в растопленный шоколад, затем воткнуть в шарик. Это делается для образования бортиков, с помощью которых готовые кей-попсы будут держаться на палочке. Полученные шарики отправляем в морозилку на 30 минут, но лучше на 1 час. Можно их оставить там на всю ночь. Для украшения пирожных я буду использовать шоколад и кондитерскую посыпку. Ее можно заменить на орехи, либо кокосовую стружку. Растапливаем шоколад на водяной бане, либо в микроволновой печи короткими импульсами по 30 секунд. Главное его не передержать во избежание появления комочков. Для покрытия кей-попсов температура шоколада должна быть около 35 градусов. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Хорошо перемешиваем. Берем кей-попс за палочку и опускаем его в растопленный шоколад. Лишний шоколад нужно аккуратно стряхнуть. Прокручиваем, чтобы глазурь равномерно распределилась по пирожному. Украшаем посыпкой. Делать это следует сразу, так как шоколад быстро застывает на замороженном кей-попсе и бусинки просто не будут крепиться. Есть еще вариант украсить белым шоколадом, который я также разогрела в микроволновой печи. Готовые кей-попсы ставлю в чашку либо невысокую баночку. Отправляю в холодильник на пару часов, чтобы готовые кей-попсы полностью разморозились. Вот такая красота у меня получилась. Сейчас покажу разрез. Оформлять такие пирожные можно, используя разную посыпку, цветной сахар, маленькие фигурки, смотря для какого праздника вы готовите сладкий десерт. Новогодние кей-попсы можно слепить в форме елочки либо снеговика. Все зависит от вашей фантазии. Подавать десерт на тарелке либо стеклянном стакане. Такая красота никого не оставит равнодушным. Если дети не любят кушать торт, поверьте, от такого десерта они точно не откажутся. Это мой фаворит из предложенной выпечки. Очень вкусное рассыпчатое печенье «Тающий снег». Название такое у печенья неспроста. Стоит кусочку попасть в рот, как оно сразу начинает таять. Для приготовления нам понадобится сливочное масло, мука, крахмал, яйцо, сахар,
разрыхлитель, для посыпки сахарная пудра либо сахар и корица. Масло должно быть мягким, его следует заранее достать из холодильника. Я подогревала в микроволновой печи, именно поэтому оно у меня такое жидкое. Добавляем сахар, яйцо, перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в масляную смесь. Крахмал. Замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Подготовим посыпку. Смешиваем сахарную пудру и корицу. Вместо пудры можно взять сахар. От теста отламываем небольшой кусочек размером с мандарин. Разминаем его. Скатываем его в тонкую колбаску и нарезаем на небольшие кусочки. Размер выбирайте сами. Печенье должно быть небольшое, так как оно имеет рассыпчатую структуру и легко крошится. Если тесто при раскатывании начинает слоиться, снова хорошо его разомните руками. Теперь формируйте колбаску. Готовое печенье выкладываем на противень, засланный пергаментной бумагой, на небольшое расстояние друг от друга. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки и размера печенья. У меня выпекалось ровно 20 минут. Достаем печенье и еще горячим окунаем в посыпку. Отправляем на отдельную тарелку. Вот такое печенье получилось внутри. При легком нажатии печенье сразу рассыпается. Из данного количества теста у меня получилось 2 противня печенья. У меня закончилась сахарная пудра, и для второй партии печенья я использовала сахар. Признаюсь честно, с сахарной пудрой мне понравилось больше, но это дело вкуса. Готовая выпечка получилась очень вкусная, рассыпчатая. Берешь одно печенье и тут же рука тянется за другим. Очень рекомендую приготовить. Друзья, какой из рецептов вам понравился больше всего? Пишите в комментариях. Делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!